А вы знаете, что сзади меня? Это Google TV. Ну, многие скажут, какой же это Google TV? Это красивая картинка? Нет, на самом деле это Google TV, потому что у него есть встроенная заставка. А у Android TV есть свои приколы, а у чистого Android свои. Так вот, разница Google TV, Android TV и чистый Android уже в 2024 году. Ну, слишком уж сильно они поменялись, поэтому приходится немножечко нам обновить такую информацию на канале Технозон. Поехали. Конечно же, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видео. Ссылки на прикольные приставки на Android TV, на Google TV, на чистом Android мы разместили в описании под видео. А сейчас у нас речь идет конкретно о Google TV, об Android TV и о чистом Android. Их основная разница и преимущество, потому что никто, я сколько пересмотрел обзоров, даже в нашем старом обзоре, никто не говорит, какая операционная система для смарт-ТВ-боксов или для смарт-телевизоров конкретно под что заточено. Начнем мы с Google TV, перейдем плавненько на Android TV и закончим чистым Android. Итак, Google TV. На текущий момент существует Google TV 11, существует Google TV 12. Мы сейчас рассматриваем с вами Xiaomi Mi Box S. Многие из вас вот этот вот интерфейс не узнают, потому что это уже последняя версия с круглыми значками. И, честно говоря, по-другому уже не будет. Кто-то еще пытается удалить старые, скажем так, обновление лончера, что-нибудь еще, но дело в том, что Google TV теперь будет иметь такой вид. И вы сейчас спросите, а вот другой вид, чего там? Ну, например, Android TV выглядит вот так вот. И все уже привыкли к нему. Не сильно отличается от Google TV. Или, например, чистый Android выглядит вот таким вот образом. А чистый Android имеет разные лончеры. Он может быть таким. Их может быть сотни этих лончеров. Каждый может под себя писать, как это делал Югус. Но в данном случае мы возвращаемся к Google TV. Google TV, знаете, очень часто мне задают вопрос, возникает вопрос у людей, а можно ли устанавливать сторонние приложения на Google TV? Можно. И фишка Google TV в том, что Google TV стоит только на сертифицированных устройствах. Да, там что-то портируют, но я не вижу смысла рассматривать не сертификаты на Google TV. Google TV это в основном сертифицированные ТВ-боксы, которые представлены такими линейками, как Xiaomi Mi Box, Hamatix делают Google TV, делают на Google TV, например, Микулы, свои Skyward, именно то, что заказывают у Skyward. И самое большое преимущество Google TV это конкретно для тех, кто любит платный контент или смотрит стриминговые сервисы. Сам по себе Google TV отличается от других платформ наличием дополнительных функций по типу добавления детского аккаунта. Вы можете, например, в управлении аккаунтов добавить детский профиль. Вот это немаловажный аспект. Например, в чистом Android вы такого не сделаете. Да и в Android TV, откровенно говоря, такое сделать нельзя. Вы просто-напросто делаете TV-бокс для ребенка, где вы задаете настройки доступа к контенту. Ребенок сможет смотреть только то, что ему нравится, а вы будете уверены в том, что ситуация не выйдет из-под контроля. Это очень хороший аспект. Такого нет нигде. Также Google TV знаменит тем, что у него есть библиотека, которую вы можете формировать чисто список просмотра, но этот список просмотров, к сожалению, работает только для платного контента и нельзя никоим образом на это влиять. То есть, по сути, Google TV стал огромным каталогизатором. Чем еще знаменит Google TV? Я сейчас покажу его взаимодействие со смартфоном. Также у нас в Google TV в 12 на текущий момент уже есть автофреймрейт без переключения в черное, если поддерживает ваш телевизор, то есть там с низкой задержкой, либо с VRR. Он работает таким вот образом, то есть обычно эта настройка находится в экран и звук. Xiaomi Mi Box на текущий момент находится на Google TV 11. Из минусов Google TV могу сказать, что нельзя управлять вот этими каналами рекомендаций, то есть их нельзя сортировать, удалять, и поэтому тут уж приходится как-то вот так с этим смириться. Есть вот такая вот строка «Продолжить просмотр» и подтягивается она из стриминговых сервисов. Например, в данном случае я смотрел Netflix. Работают все приложения абсолютно точно так же, как на Android TV, так и на чистом Android. Вы можете их установить через флешку, через любой из, скажем так, браузеров, не браузеров, а эксплореров. И также здесь есть Play Market. Play Market здесь очень такой своеобразный, и многие там могут сказать, что он не такой, как на Android TV, но всего лишь разница в том, что у нас есть такая вкладка приложения,
приложения, где есть все эти приложения, вы можете изменить порядок. И зачастую поиск происходит именно здесь. То есть вы должны зайти на поиск игр и приложений, нажать и уже там сказать, чего вам нужно. Либо в данном меню нажать на голосовой поиск. Голосовой поиск в Google TV это вообще отдельная тема для разговоров, но при этом вы можете открыть Google Play Market для Android TV, столь знакомый вам, который может быть открыт разными методами, например, через голосовой поиск Google Play Store. То есть вот таким вот образом он откроет Google Play. Либо зайти в настройки приложения и там уже найти его, установить отсюда Explorer и через Explorer установить дополнительные файлы. То есть на самом-то деле все это делается очень-очень просто. И действительно он подходит больше для любителей стриминговых сервисов и, конечно же, официального платного контента по типу Netflix. Честно вам скажу, я использую на текущий момент два ТВ-бокса. Это Xiaomi Mi Box S в спальне у меня стоит. Леночка, принеси Hamatix большой, пожалуйста, я покажу ребятам, какой у меня второй. Я сейчас перешел на основной ТВ-бокс, на Hamatix. Вот, пожалуйста, вот такой вот Hamatix Airbox 4K+, я использую. Ссылку могу тоже закинуть в описании под видео, но один из самых сейчас крутых ТВ-боксов с Dolby Vision, с Dolby Atmos и со всеми плюшками. Также Google TV имеет классное взаимодействие со смартфоном. Зачастую это сертифицированный ТВ-бокс. И у нас, вот знаете, как спрашивают, а можно ли в Google TV, например, поставить браузер, чтобы смотреть фильмы? Здесь это делается не так. Я сейчас вам включу запись со своего смартфона и покажу, как это взаимодействует вообще с нашим, скажем так, ТВ-боксом. То есть, по факту, мы можем с вами здесь работать с некоторыми такими моментами, как, например, вы можете в YouTube, просматривая какой-либо ролик, отправить его, например, на свой ТВ-бокс. При этом вы не будете просматривать его на текущий момент в самом смартфоне, и ваш смартфон освободится. Вот мы сейчас видео про Nexon TV Box, Nexon X10. У нас вверху вот есть значок трансляции. Мы выбираем ТВ-приставка Xiaomi, и он начнет воспроизводить. Мы уже выпускали топ-5 плюшек технологии Chromecast, или почему нужно купить сертифицированный ТВ-бокс. Тоже в описании под видео есть ссылка, советую посмотреть. Вот, пожалуйста. Я могу прямо со смартфона управлять воспроизведением, при этом не занимая сам смартфон. То есть я могу остановить эту трансляцию. И то же самое, фильмы в браузерах. Как же смотреть фильмы из браузеров? Я не говорю сейчас про нелицензионный контент, давайте мы так опустим это. Как смотреть? Мы, допустим, заходим, вы сейчас видите заблюренный бело-оранжевый сайт, те, кто знает, о чем я говорю. Просто-напросто нажимаем, воспроизводим видео в браузере, в обыкновенном Chrome. Это должен быть, конечно же, Chrome. У нас здесь есть точно такой же в потоковом видео значок, и мы выбираем транслировать на Xiaomi. То есть вы в браузере выбрали вот здесь вот в смартфоне и отправили его воспроизводиться на ваш ТВ-бокс. Все. Вам не нужен браузер в вашем ТВ-боксе, если он сертифицирован, и тем более на Google TV, для того, чтобы, допустим, просматривать какой-то из браузера видеоконтент. Скажем так, вам не нужно устанавливать дополнительный браузер. Он вам там не нужен. Для этого нужен Chromecast. Дальше. У нас есть шикарное приложение для любителей именно сертифицированных ТВ-боксов, именно на Google TV. Это приложение называется конкретно Google TV. Вы заходите, у нас в этом приложении есть пульт. У нас вот есть пульт, где мы можем управлять полностью нашим ТВ-боксом, включать, выключать, включить сенсорное управление. Можно регулировать даже громкость, да, там какие-то моменты определенные есть. А также в Google TV, если, я, например, смотрю в Google Play фильмах фильмы. То есть я могу зайти, смотрите, вот если я перейду на вкладку библиотека, я могу зайти, могу взять на прокат фильм, могу купить, могу нажать понравившийся и добавить в список воспроизведения. А теперь смотрите, что у нас происходит. У нас прямо в библиотеке появляется список воспроизведения. То есть это такой себе каталогизатор. Вы можете, в принципе, здесь искать фильмы, добавлять, а потом где-то в других сервисах смотреть. Это как вариант. Вот наше управление библиотекой и список просмотра, тот, который в ТВ-боксе. Мы прямо здесь можем того же самого создателя взять и удалить из списка просмотров. Смотрите. Убираем список просмотров. И все, он у нас исчез. Все, на этом вот в принципе все. Также сертифицированный Google TV очень хорошо интегрируется в Google Home систему, а это в систему умного дома от Google.
То есть о чем идет речь? Давайте я сейчас открою Google Home. Смотрите, Smart TV приставка. Мы можем опять же тут же управлять и регулировать. И есть пульт. Также здесь мы можем его добавить в расписание, во взаимодействие с объектами. Например, там сказать, затранслирую камеру заднего двора на телевизор через OK Google. Если у вас все это правильно сделано. Ну, у меня здесь в студии вот он стоит, да, комната-студия. И вы можете сказать, если бы у меня в устройствах умного дома была камера, я сказал бы, затранслирую камеру на студию. То есть это все действительно очень и очень круто работает именно с сертифицированным ТВ-боксом, ну в частности с Google TV. Как менять вот эти вот порядок приложений? Просто нажимаем изменить порядок, зажимаем и перетаскиваем. То есть мы выбрали, смотрите, приложение, перетащили, остановили, нажали готово. И добавить приложение можно вот прямо отсюда из Play Market, либо из полного перечня приложений. Это что касаемо Google TV. Что касаемо голоса в Google TV, это тоже отличие от других систем. Мы можем с вами делать голосовой поиск в главном меню. Многие говорят, что работает сейчас глобалка. Не работает. У меня, по крайней мере, нет после последних обновлений. Она и не работала на Google TV никогда нормально, потому что здесь другая концепция работы голосового поиска. Если вы в главном меню скажете, например, канал Технозон, то он найдет мой Технозон канал и похожие видео из главного на YouTube. Если вы скажете, например, какая погода будет в Запорожье завтра, то он вам покажет вот такую вот штуку. Это то, что касаемо Google TV. Дальше вы можете сказать, например, фильм «Черкассы». И в главном меню он найдет фильм «Черкассы», но только вот для управления в списке просмотра. И сторонние источники он не дает. Дает какие-то как-то так. Но это еще не все взаимодействие с голосовым поиском. Здесь голосовой поиск работает внутри каких-то приложений. Если мы зашли с вами в YouTube и нажали здесь голосовой поиск и сказали, например, канал Технозон, то он его найдет внутри самого приложения, перейдя в раздел поиска. Это нужно, чтобы приложения уже поддерживали. И многие приложения это поддерживают. Например, если вы зайдете в раздел приложения, как вам найти приложение? Вы же видите, в чем вопрос. То есть, если мы скажем тут в главном меню TV Quick Actions, то он его найдет именно в Apps'ах, а не в YouTube. То есть, это очень удобно. Или, допустим, скажете, открой YouTube. Он открывает приложение YouTube. И так это относится ко всем приложениям. То есть в Google TV есть своя, скажем так, экосистема, с которой работаем. Основные отличия — это создание детского профиля, взаимодействие с платными сервисами, возможность установить всех сторонних приложений, возможность проигрывать из браузера без установки самого браузера и взаимодействие со смартфоном, плюс там вот эти вот все фишки оформления, которые есть круглыми значками. Давайте перейдем теперь на Android TV. Ну что, большая разница. Android TV. Ребят, Android TV. При этом здесь есть такая же, видите, у нас панель с приложениями, есть каналы рекомендаций, но в отличие от Google TV, на самом деле, Android TV и Google TV сейчас очень сильно стерли грани. Очень сильно. В отличие от Google TV, здесь вы можете эти каналы рекомендаций перемещать вверх-вниз, а также вы эти каналы рекомендаций можете удалять. То есть вы их можете просто-напросто брать. Ну, сейчас у меня обновится, вот, все, оно обновилось на выбранный язык. И здесь на текущий момент добавили, вот вы сейчас прямо сейчас вот видите, смотрите. Смотрите, как у нас прям на обзоре сейчас, как у нас меняется Android TV. Вот прямо сейчас я снимаю, и у меня выдала табличку, обновляются Google Play сервисы и все. И в Google Play фильмы скоро можно будет приобретать контент. Все, у нас получается Android TV начинает переходить в формат Google TV. Теперь мы видим все то же самое. Но я сейчас удалю какую-то строку рекомендации. Давайте я удалю здесь Prime Video, чтобы вы понимали разницу. Вот в отличие от Google TV, вот в Android TV это можно сделать. Это классно. Здесь нельзя добавить канал ребенка, да, вы не можете ограничить, вы можете добавить просто дополнительный аккаунт. Наши сами по себе настройки, они имеют вид бокового меню и ничем не отличаются абсолютно от настроек Google TV, только имеют немножко другой вид. Сам по себе интерфейс имеет приблизительно то же самое. Главное — покупки. Это топ-продаж фильмы. У нас появились именно покупки. Вы можете теперь смотреть, но у вас не будет взаимодействия с приложением Google TV. Это разница. То есть вы можете просмотреть, взять на прокат в 4К, купить в 4К. Все. Вот что мы имеем на текущий момент в Android TV. Из разницы только перемещение вот этих вот каналов рекомендаций на главной.
Android TV та же самая платформа, на которую точно так же можно установить дополнительные приложения, это если вас интересует. Допустим, в тех же самых приложениях вы можете на Android TV открыть, смотрите, Google Play Store. То есть у вас он просто отдельно, не через голос, а отдельно. Что у нас поменялось с помощью голосового поиска? Вы можете, например, тоже сказать: погода на завтра в Запорожье. Но только это выглядит немножечко по-другому. Да, голосовой поиск здесь работает по-другому. И давайте попробуем, не испортили ли они в Android TV, получается, наш голосовой поиск глобальный. Фильм «Черкассы». И мы видим то же самое. Да, грань между Google TV и Android TV в 2024 году стерта. Вы думаете, что вы сможете бесконечно удалять обновление голосового поиска? Уже это так не работает. У вас выдаст табличку «Updating Google Play сервисы» без Play Market, и никто вас даже не спросит. Все просто-напросто превратится именно в это. На текущий момент преимущество Android TV становится все меньше. Давайте попробуем, работает ли сейчас голосовой поиск именно в режиме внутри приложений. Давайте переходим. Мы просто сейчас в Гугле, просто сейчас в YouTube, канал Технозон. И черт возьми, это точно так же работает, как в Google TV. То есть на текущий момент, вот почему у нас назрело это видео, у нас практически нет разницы между Android TV и Google TV. Android TV он точно такой же на внешний вид. Он имеет немножко другую форму значков, которая, скорее всего, тоже поменяется на круглые со временем. И в нем точно так же можно установить приложение. А еще немаловажный аспект. Вот те все плюшки, которые я вам показал по поводу проигрывания фильмов, проигрывания видео из Google Chrome, работа Chromecast и всех плюшек, они здесь будут работать точно так же, как в Google TV. И для меня на текущий момент сложилась ситуация, что мне вообще без разницы либо на Google TV, либо на Android TV TV Box. Только на Google TV есть возможность еще добавить детский профиль. Ребят, смотрите, в чем разница. Google TV вы увидели полностью. А теперь найди 10 отличий. Я прошу вас написать в комментариях, насколько для вас на текущий момент велика разница в Google TV и Android TV. То есть, по сути, мы сейчас имеем две операционных системы. И останавливаться уже здесь у меня нет смысла. Потому что вы все эти плюшки увидели только что в предыдущем обзоре. Мы точно так же, не в предыдущем ТВ-боксе, мы точно так же можем транслировать видео из YouTube. Мы точно так же можем пользоваться всеми плюшками Chromecast. Можете посмотреть мое видео про все плюшки. Больше никаких отличий у нас нет. Все. На этом мы тему закрываем. Давайте перейдем на чистый Android. Но это чистый Android. Вообще он может быть разным. Это один из вариантов. И начнем с основной разницы. Это то, что сюда можно установить любые. Вообще можно установить и туда любые. Но здесь есть взаимодействие с практически любыми у нас приложениями, которые заточены у нас под Android, под обыкновенный. И Play Market здесь точно такой же. А вот тут для Play Market уже, честно говоря, понадобится аэромышь. Если в Android TV и Google TV вам не нужна аэромышь как таковая, у вас все заточено под пульт, то здесь у нас абсолютно все сделано под тач-интерфейс. То есть это, само собой, изначально это было сделано для планшетов. Уже кто-то потом в свое время додумался это делать для именно ТВ-боксов. Но существует огромное количество ТВ-лончеров. Смотрите, я ввел лончер ТВ. Существуют ТВ-лончеры огромное количество. И вот такой вот ТВ-лончер. Видите, мы по внешнему виду. И Google ТВ-лончер вот такого вида. И их в Play Market просто огромное количество. Кстати, самый-самый простой. Мы установили, и если нажмем на домик, то у нас появится выбор другого, скажем так, ТВ-лончера. Смотрите, вот такого образца. Вы можете поставить любой. Но вы должны быть готовы к тому, что сами приложения, которые заточены под, допустим, Android TV, они здесь нормально работать не будут. Либо, если вы привыкли, допустим, смотреть Megogo на Android TV, если вы установите здесь Megogo,
Вот еще это надо, чтобы еще заработало после установки лончера. Давайте вернемся на Leanback и запустим Google Play. Я вам объясню. Если установить здесь, допустим, Megogo, то будет это все дело выглядеть немножко по-другому. То есть, выбрав просто-напросто Megogo, сейчас мы это еще ж надо напечатать нормально, я вам объясню. Дело в том, что на чистом андроиде, почему я вот не очень люблю чистый Android? Потому что многие, смотрите, я здесь устанавливаю Megogo, он будет выглядеть вообще по-другому. Он будет выглядеть не как на Android TV. Для управления вам понадобится мышь. Либо вам нужно будет искать APK под Android TV и ставить. То есть у нас здесь получается обоюдная какая-то фигня. Те, кто не любит Android TV, они кричат, там нельзя установить сторонние приложения. Ну их там установить можно, но там все равно вам понадобится мышь для взаимодействия. А здесь вам, для того, чтобы пользоваться нормальным пультом, без аэромыши, просто обыкновенным пультом, вам понадобится искать приложение под этот самый пульт. Потому что чистый маркет не будет выдавать у нас нормально вот эти приложения. И здесь Megogo уже будет совсем другой. И выглядит он вот таким вот образом, не так, как привыкли мы на Android TV. И самое интересное, приверженцы чистого Android, они такие, о, прикольно, и начинают размахивать вот этими аэропультами, вот так вот, знаете, как Зора шпагой, знаете, такие... и пытаться попасть по каким-то плиточкам. Я не осуждаю, честно вам скажу. Это нормальная тоже тема, но чистый Android, он подходит конкретно для более каких-то нелицензионного контента, само собой, потому что не существует приставок, сертифицированных Google, на чистом Android. Их просто физически не существует. И для того, чтобы установить здесь Android TV приложение, многие начинают ставить Aptoide TV и тому подобные какие-то вещи. К тому же на чистом Android зачастую не бывает нормальных обновлений. То есть все ставится через какие-то сторонние прошивки, кастомные, к сожалению. То есть вам приходится жертвовать вообще всей экосистемой Android или Google TV ради возможности установки всех приложений. Я вам объясню, для чего используют. Некоторые ставят сюда браузер для того, чтобы смотреть видео. При том, что в Google TV и в Android TV это делается вообще в 2 клика. А здесь вам придется зайти в Google Chrome как минимум. Вот это с этим шпагой вот этой размахивать, да? То есть давайте продолжим. Войти в аккаунт, ну здесь надо ввести вам название, пересмотреть кучу рекламы и потом чего-то смотреть. Ребята, вот это все нивелирует преимущество чистого Android. Единственное, для чего чистый Android я бы рассматривал, это только лишь для того, чтобы, допустим, установить туда какие-то программы коммуникаций по типу Skype и тому подобное, и там общаться. И все. Это единственное преимущество чистого Android. Чистый Android нормально для пульта не подходит. Ну, вы можете установить сюда прошивку, но чистый Android удобен тем, что вы можете действительно натыкать сюда любых прошивок. Есть большее количество памяти, есть более быстрые процессоры, более мощные. Вот это вот их преимущество. Во внешнем виде преимущества у чистого Android практически нет. Потому что практически все владельцы чистого Android мечтают найти прошивку и поставить на Android TV. Ну, либо вот такую прошивку, либо такой лончер можно поставить, либо огромное количество каких-то лончеров сторонних, которые есть на рынке. Ну, давайте еще один какой-то лончер поставим. К тому же, если говорить о голосовом поиске, вы же понимаете, что у нас с этим здесь проблемы. Проблемы того, что если вы не поставили стороннюю прошивку, то ваш голосовой поиск будет зависеть от того, встроил ли ваш производитель вот эту вот прошивку в Android TV Launcher. Интересно аж стало. Встроил ли, допустим, производитель голосовой поиск нормально в прошивку? Если он не встроил, то и не будет его там нормально. Он будет только работать внутри приложений. При том, что зачастую на ТВ-боксы, если они стоят дешево на чистом Android, вам придется докупать голосовой пульт. А это всегда будет затраты дополнительные. Ну, давайте Android TV Launcher посмотрим. Вот этот вот интересный, как его обозвали. Аж прикольно. О, ну прям Android TV, да? Это, знаете, купить приставку и сделать подобие Google TV.
Для чего непонятно, но вот такая вот пародия вы сами видите. А я не знаю, можете в комментах написать, какое преимущество чистый Android имеет перед Android TV. Если вы, допустим, если говорить про Югус, да, все виды автофреймрейта, все виды звука сквозного, все остальное, да, там это есть. Но есть приставки и на Android TV, на сертифицированном, которые имеют и HD звук. Ну, например, тот же самый Hamatix, как я говорил. У него DTS HD в лицензии, Dolby Atmos, Dolby Vision. И вам тут не нужно. У вас тут будет Netflix работать в полном качестве. На несертифицированном ТВ-боксе на чистом Android никогда не будет Netflix 4K, HDR, либо Dolby Vision. Никогда. Вам придется довольствоваться только тем, что вы можете найти в сторонних источниках, либо смотреть через браузер. Потому что Chromecast здесь тоже не будет как такового. Вот да, вы можете сделать Miracast, затранслировать смартфон, либо через AirPin Pro пробовать чего-то кастить, но это не будет в том качестве, в котором это будет на сертифицированных ТВ-боксах. И в этом вся проблема вот этих вот чисто андроидных дел. И разницу вы можете видеть сами. Это обыкновенный планшет. Для того, чтобы понять, возьмите свой смартфон, вот так вот сделайте и скажите, что вот это ТВ-бокс. Все. Вот вам разница между Google TV, Android TV и чистым Android. А вот что лучше, я выбрал для себя Google и Android TV. А вот что лучше, вы пишите в комментах. Напишите: Бабл, ты не прав. В чистом Android можно смотреть Netflix 4K HDR, либо Dolby Vision. Там есть то, и твой Android TV говно. Чего нельзя сделать в Android TV, что можно сделать в чистом Android? Это первый вопрос. Второй вопрос у меня. Зачем мучить, скажем так, причинное место, смотря в браузере, если на этом ТВ-боксе можно смотреть из браузера фильмы, не устанавливая браузер? Это второй вопрос. Третий — Chromecast. Четвертый вопрос — голосовой нормальный поиск и тому подобные вещи. Напишите мне, пожалуйста, в комментах. Разницу вы увидели. Особо мне показывать в чистом андроиде нечего, потому что когда мне раньше кричали, что кастрированный Android TV, поверьте, вот на текущий момент я считаю, что чистый Android, он действительно кастрат. В плане взаимодействия с конечным пользователем. Можете со мной поспорить. А с вами был Бабл на канале Технозон.